Переговоры США и Украины во Флориде. Мир все ближе? Посол США при НАТО утверждает, что да. Тем временем Россия атаковала Украину сотнями ракет и дронов. Колоссальные разрушения. МАГАТЭ предупреждает, что саркофаг над Чернобыльской АЭС больше не защищает от радиации из-за удара российского дрона. В Германии возвращают добровольно-принудительный призыв в армию. Netflix покупает Warner Bros. С Гарри Поттером в придачу. Трамп поменял архитектора Белого дома на более покладистого. Мы рассказываем только о главном. События, которые касаются каждого. Подписывайтесь. Это «Один день». Я Андрей Данилевич. Россия нанесла массированный удар по Украине в ночь на субботу. По данным Вооруженных сил Украины, за ночь российская армия выпустила по стране 653 беспилотника и 51 ракету. Силы ПВО сбили и перехватили 585 дронов и 30 ракет, включая 29 «Искандеров-К», «Калибров», Х-101 и одну баллистическую ракету «Искандер-М». В Днепропетровской области в результате ударов вспыхнули несколько пожаров. Пострадал 11-летний мальчик. В Криворожском районе повреждена инфраструктура. В Павлограде горели гараж и хозяйственная постройка. В Киевской области удар пришелся по железнодорожной станции в Фастове. Вокзал полностью разрушен. Движение пригородных поездов нарушено. Министерство энергетики сообщает, что удары были нанесены по объектам генерации и распределения электроэнергии. Повреждены электросети в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. В 6 регионах часть потребителей осталась без электричества. Во всех регионах введены графики почасовых отключений. 6 декабря Украина отмечает День вооруженных сил, государственный праздник, установленный Верховной Радой в 1993 году в честь украинского войска. Дату выбрали не случайно. Именно 6 декабря 1991 года, несколько дней спустя после референдума о подтверждении независимости, был принят закон о вооруженных силах Украины, который стал точкой отсчета новейшей истории армии страны. Нет никого в мире, кто мог бы позволить себе не считаться с нами, с нашим государством. И даже те в мире, кто все еще не верит в Украину или просто недостаточно знает о нашем государстве, все равно вынуждены учитывать, как отреагирует Украина. Немногие государства в мире имеют такой вес, еще меньше, значительно меньше, смогли бы реально выдержать такие удары, такие вражеские атаки, штурмы, такую подлость, от которой Украина реально защищается каждый день, защищается каждую ночь. Мы сдерживаем российские полномасштабные вторжения. Мы держим российских убийц почти 4 года этой полномасштабной войны и после лет гибридной войны. Мы держим их за пределами фронта. Украина существует, и судьба Украины действительно имеет значение, и весь мир должен считаться с этим, и это исключительно благодаря вам. Вы, украинские воины. Переговоры посланника Белого дома Стива Уиткофа, Джареда Кушнера и делегации Украины продолжаются 4-й день. Стороны соберутся сегодня на очередной раунд в Майами, заявил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Завершение войны зависит от России, в свою очередь подчеркнул спецпосланник США Стивен Уиткоф. После 3-го дня переговоров Белый дом и секретарь СНБО Украины одновременно опубликовали заявление о ходе переговоров. Сегодня группа провела свою 6-ю встречу за последние 2 недели. Секретарь Умеров подтвердил, что приоритетом Украины является достижение урегулирования, которое защитит ее независимость и суверенитет, обеспечит безопасность украинцев и создаст устойчивую основу для процветающего демократического будущего. Участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с россиянами и шаги, которые могли бы привести к прекращению этой войны. Американская и украинская стороны также согласовали рамки будущих соглашений о безопасности и обсудили необходимые сдерживающие возможности, которые позволят обеспечить долгосрочный мир. Обе стороны согласились, что реальный прогресс в направлении любого соглашения зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, включая шаги к деэскалации и прекращению убийств. Стороны также отдельно рассмотрели программу будущего процветания, направленную на поддержку послевоенного восстановления Украины, совместных экономических инициатив США и Украины и долгосрочных проектов восстановления. Американская и украинская стороны подчеркнули, что окончание войны и реальные шаги в направлении прекращения огня и деэскалации необходимы для предотвращения новой агрессии и для реализации комплексного плана восстановления Украины,
призванного сделать страну сильнее и благополучнее, чем до войны. Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил на форуме в Катаре, что Россия и Украина как никогда близки к мирному соглашению. Он добавил, что переговоры между Россией и Украиной были сложными, и все стороны едины в стремлении обеспечить мир. Россия ведет себя крайне безответственно, и в итоге невозможно предсказать, что она сделает. Гибридные угрозы и операции хорошо задокументированы, поэтому нам нужно продолжать усиливаться и не показывать ни дюйма слабости, потому что мы не слабы. НАТО сейчас не только сильный союз, но и по мере того, как мы продолжаем выполнять 5% Гаагский договор, мы станем не просто самым мощным альянсом в истории планеты, а по-настоящему серьезной силой, с которой придется считаться. Мы близки к миру, ближе, чем когда-либо. И как сказал президент Трамп, это сложная ситуация, чтобы выйти на правильную позицию. Но в конечном счете эта война должна закончиться. Она длится почти 4 года, миллионы жертв. Мы пытаемся закончить эту войну в Украине. И часто. Знаете, вы не заходите в мясную лавку на середине процесса, когда делают колбасу, и не жалуетесь, что вам не нравится, как она выглядит. Думаю, мы все на одной волне. С участием госсекретаря Рубио в этом процессе я вполне уверен, что все точки зрения будут учтены. Но одновременно нам нужно понять, можно ли вообще заключить какую-то сделку. И думаю, было достаточно ясно сказано, что все, что было в том плане из 28 пунктов, теперь разделено на 4 разных направления. Есть работа НАТО, есть работа ЕС, они отделены от российско-украинского мирного процесса и от американско-украинских переговоров. И все это происходит в реальном времени. В Черном море терпит бедствие российский танкер из так называемого теневого флота Владимира Путина. Судно «Кайрос» водоизмещением 149 тысяч тонн оказалось без хода после удара украинского морского дрона «Sea Baby» 29 ноября у побережья Турции. Танкер шел под флагом Гамбии и использовался Россией для обхода нефтяных санкций. Сначала его буксировал турецкий корабль, но операция внезапно прекратилась, после чего судно начало бесконтрольно дрейфовать и вошло в территориальные воды Болгарии, прямо в акваторию НАТО. У берегов курортного Ахтопола танкер перестал выходить на связь. Болгарские погранслужбы, ВМС и морская администрация подняли тревогу. По предварительным данным, на борту оставались около 10 членов экипажа, которые позже запросили эвакуацию. Но из-за 4-метровых волн спасатели были вынуждены приостановить операцию. «Кайрос» — один из десятков танкеров теневого флота, перевозящих российскую нефть в обход ограничений. Судно ранее считалось выведенным из строя. 25 членов экипажа были эвакуированы Турцией после удара дрона. Болгария ведет круглосуточный мониторинг дрейфующего танкера. Экологи предупреждают о риске катастрофы у туристического берега. Однако власти заявляют, что прямой угрозы утечки нефти пока нет. Страны Большой Семерки и Евросоюз обсуждают отказ от механизма потолка цен на российскую нефть и переход к полному запрету на предоставление любых услуг по морской перевозке российской нефти западными компаниями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, инициатива направлена на то, чтобы исключить участие европейских судоходных компаний, прежде всего из Греции, Кипра и Мальты, из экспорта российской нефти. Сейчас западные перевозчики и страховщики могут работать с Россией только при цене ниже установленного потолка – $47.60 за баррель. Несмотря на ограничения, более трети российской нефти продолжает экспортироваться именно западными танкерами. Остальное перевозится так называемым теневым флотом. Новый запрет вынудит Москву еще больше расширять этот флот. По информации Reuters, меры могут войти в следующий пакет санкций ЕС, который подготовят к началу 2026 года. Продвигает инициативу США и Великобритания. Однако окончательное решение Вашингтона будет зависеть от выбранной стратегии давления на Россию в условиях текущих мирных переговоров между Москвой и Киевом. Ранее в октябре США ввели санкции против Роснефти и Лукойла. После этого российская нефть подешевела на международных рынках, а Лукойл объявил о продаже зарубежных активов. Защитная оболочка над 4-м реактором Чернобыльской АЭС после атаки дроном утратила свои основные функции, сообщает Международное агентство по атомной энергии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что саркофаг больше не способен удерживать радиацию. При этом несущие конструкции и системы мониторинга не пострадали. Проведены первые ремонтные работы, однако требуется полное восстановление защитной арки. Первый саркофаг был построен над остановленной Чернобыльской АЭС после катастрофы 1986 года.
В 2007 году начали строить новый безопасный конфайнмент. Проект финансировался международным сообществом и обошелся в 2 миллиарда 200 миллионов евро. Второе укрытие надвинули на реактор в 2016 году. В феврале нынешнего года дрон с мощной боевой частью повредил наружную обшивку арки, что нарушило ее проектные параметры. Украина обвинила в атаке Россию, которая отвергла свою причастность. Замеры радиации показывали, что уровень остается стабильным. Один день. Главное, что стоит знать сегодня. Станьте частью нашей команды, подписавшись и поддержав канал как спонсор. В Германии прозвучали жесткие заявления о суверенитете страны. Министр иностранных дел Йохан Вадефуль отверг внешние советы по внутренним вопросам, отвечая на критику со стороны администрации США. Резкие заявления совпали по времени с публикацией новой национальной стратегии безопасности США. В документе Вашингтон говорит о корректировке глобальных приоритетов в рамках концепции гибкого реализма и фактически предупреждает Европу об угрозе цивилизационного стирания, если регион не проведет серьезные политические реформы. Соединенные Штаты Америки являются и остаются нашим важнейшим союзником в Альянсе. Однако этот альянс сосредоточен на решении политических и вопросов безопасности. Разумеется, это также союз, основанный на общих ценностях, что означает, что могут обсуждаться и другие темы. Но я считаю, что такие вопросы, как свобода выражения мнений или организация наших свободных обществ здесь, по крайней мере в Германии, не относятся к этой сфере. И мы также не считаем, что кому-либо нужно давать нам советы по этим вопросам. Они регулируются нашей конституционной системой. Мы рады и благодарны за то, что Германия до сих пор могла обсуждать все эти вопросы внутри страны, и считаем, что и в будущем мы сможем обсуждать и решать их между собой, без внешних рекомендаций. Немецкий Бундестаг проголосовал за новую модель военной службы. После многомесячных дебатов парламент утвердил двухконтурную систему, которая сочетает расширенную добровольную службу и возможность включения призыва по потребности, если набор в армию окажется недостаточным. Для этого понадобится отдельное решение Бундестага. Если желающих будет больше, чем требуется, закон допускает случайный отбор. Кроме того, все мужчины, рожденные после 1 января 2008 года, впервые с 2011 года будут проходить поэтапные медкомиссии. Женщин и мужчин в возрасте 18 лет попросят заявить о готовности служить, но обязательный ответ предусмотрен только для юношей. Решение вызвало протесты у здания парламента в Берлине. Медицинское обследование – это лишь первый шаг к ведению призыва. Это обследование – всего лишь модель, позволяющая постепенно, шаг за шагом, внедрить призыв. Мы видим, что идет спор о том, насколько быстро можно ввести призыв, потому что становится очевидно – сопротивление нарастает. Это довольно радикальный шаг. Я бы не сказал, что это удивительно, как в каком-то смысле это было предсказуемо. Но когда это действительно происходит, ощущается все равно как-то странно. Тем временем в оборонном ведомстве подчеркивают, закон необходим для выполнения целей НАТО и усиления армии. Бундесвер намерен увеличить численность с нынешних 183 тысяч до 260 тысяч военнослужащих, а резервы до 200 тысяч к 2035 году. Но в отличие от АФД, мы не сомневаемся, что эта война угрожает свободе и миру по всей Европе, дамы и господа. Традиция Бундесвера, и никак не та болтовня, которую мы только что слышали, заключается в том, чтобы отстаивать свободу, демократию, справедливость и мир. Мы выступаем против обязательной военной службы. Мы выступаем против обязательной службы, основанной на потребности. Мы также отвергаем подготовку ко всему этому. Сегодняшний закон о модернизации военной службы. Все опросы показывают, у молодежи совсем другие планы, чем рисковать своей жизнью у отцполкумерца ради капитала богачей. Но да, если говорить честно, а именно ради этого я здесь сегодня утром, важно сказать, если этого окажется недостаточно, если уровень угрозы будет развиваться так же или ухудшаться, у нас не будет иного выбора, кроме как ввести частичную обязательную военную службу, чтобы защитить нашу страну. И, между прочим, это касается и вас, дамы и господа. Стриминговый гигант Netflix совершает крупнейшую сделку в своей истории. Компания покупает легендарную голливудскую студию Warner Bros. За 82 миллиарда 700 миллионов долларов. Об этом сегодня объявили в официальном пресс-релизе. Сделка включает все – киностудию и телестудию Warner Bros., стриминговые сервисы HBO и HBO Max, а также один из самых ценных каталогов в индустрии – от «Касабланки» и «Гражданина Кейна» до «Гарри Поттера», «Друзей», «Клана Сопрано» и «Игры престолов».
Также Netflix теперь становится владельцем целой линейки мировых франшиз DC Comics, Игра престолов, мультфильмы Warner Animation. Весь этот контент постепенно появится в каталоге Netflix. Глава компании Тед Сарандос заявил, что объединение лучшего стриминга и векового наследия Warner Bros. Создает беспрецедентную платформу, которая сможет конкурировать не только в Голливуде, но и в глобальном масштабе. По словам Сарандоса, Netflix давно хотел расширить библиотеку проверенных хитов, а Warner Bros. Идеальный партнер для этой цели. Я посмотрел комментарии фанатов к объявлению о сделке. Многие очень рады, потому что думают, что если HBO и Netflix объединятся, то вместо 2 подписок будет одна, и больше сериалов станет доступно в одном месте. Но есть и те, кто за разнообразие. HBO делает упор на качественные проекты, Netflix тоже делал это в начале, но из-за огромного количества собственных шоу он уже не уделяет столько внимания каждой. Поэтому многие Netflix-сериалы исчезают после 1-2 сезонов, так что для многих это хорошая новость, но для других нет. Но вместе с этим Netflix получает и вызовы. Регуляторы в США и Европе готовятся к антимонопольной проверке, ведь Netflix фактически поглощает прямого конкурента – HBO Max, который насчитывает около 130 миллионов подписчиков. Эксперты предупреждают, процесс согласования может затянуться. Итак, Netflix платит 82 миллиарда 700 миллионов долларов и берет на себя долг в 70 миллиардов. Это огромная сделка для них и для рынка в целом. Справедливая ли цена? Все предложения были примерно в одном диапазоне. У Warner Brothers невероятные активы, так что для любого, кто сумеет раскрыть их ценность, цена, вероятно, справедлива. Президент Дональд Трамп назначил нового архитектора строительства бального зала в Белом доме. Замена произошла после публикации в Washington-Post, где говорилось, что Трамп и предыдущий архитектор разошлись во взглядах на размеры и общий замысел пристройки. Архитектор Шалом Баранес возглавит проект вместо Джеймса МакКрейри, который останется консультантом. По информации Washington-Post, МакКрейри рекомендовал сдержанный подход, чтобы новый зал не доминировал над историческим зданием Белого дома. Баранес должен реализовать замысел Трампа и создать крупнейшее архитектурное дополнение к Белому дому со времен строительства овального кабинета. В администрации Трампа подчеркнули, что Баранес является опытным архитектором, чьи проекты на протяжении десятилетий определяли архитектурный облик Вашингтона, и что его участие станет важным вкладом в завершение проекта. Это был «Один день». Спасибо, что подписались. Впереди новые выпуски новостей.